Всем доброй ночи. Бывают в жизни такие ситуации, когда человека просто изводят. Бесконечные суды. Один суд выигрывает, другой проигрывает. Снова суды, опять разборки. Бесконечные какие-то конфликты в семье. Бесконечный круговорот бед, связанный с соседями. Либо хотят у человека, говоря на современном сленге, отжать имущество. И идут на все, чтобы это получить. И человек просто уже измученный, изнеможденный, обнуленный этими постоянными проблемами, такой бег по кругу, вновь возвращается туда, откуда только что ушел. Вот не заканчивается. Вроде бы он борется, вроде побеждает, вроде бы стоит на месте, но беда — это как воронье со всех сторон налетели и клюют человека, не дают ему встать на ноги. И в таких ситуациях мы прибегаем к магии. А поскольку мир мертвых приходит на помощь, если правильно попросить о помощи, знать, как это делать. И еще раз повторяюсь, проводите ритуалы, связанные с кладбищем, только взяв у тех практиков, которых вы знаете, и уверены, что эти люди ничего плохого никогда не сделают вам. Потому что очень много, огромное количество различных ритуалов, связанных с кладбищем, с миром мертвых, с погостами. Чтобы вы знали, погост — это то же самое кладбище, только там, где есть церковь, часовня — это погост. Старые кладбища, новые кладбища. Не нужно злоупотреблять гостеприимством мертвого мира. И если вы не уверены, если есть какой-то малейший страх, конечно же, не делайте этого. Понятное дело. Но если у вас есть внутренняя уверенность, если работа этого мастера вам знакомы и не раз помогали вам, то, конечно, смело можете идти и сделать. Этот ритуал именно от такой безысходности. Когда в жизни постоянные проблемы, беды, и они не останавливаются. Это остановить, поставить точку. Сегодня я прочитала «Снять одиночество» или «Найти вторую половинку». Половинку. Женщина написала: я поменяла там слова и начитала сыну. Я вас поздравляю, вы навеки его лишили возможности создать семью. Потому что я устала идиотам повторять. У меня просто уже слов не осталось никаких. Что для того, чтобы ваш ребенок, ваша дочь родила ребенка, она сама должна провести, сама должна спать со своим мужем, а не вы должны это делать. Я устала объяснять этим людям, что вы не имеете никакого права равнять себя со мной и считать, что вы можете кому-то что-то провести. Вы не ведьмы. Все эти работы, которые я даю для всех, они рассчитаны для всех. Человек может для себя только провести. Если он проведет для себя, у него все получится, будет хорошо. Если он влезет туда, куда не нужно, накажут его за это. Вы не понимаете, ваша энергия, не привыкшая работать с людьми, у кого-то что-то снять. Кому-то что-то начитать. Не имеете вы на это права. Там, где сказано детям, маленьким детям, естественно, для ребенка вы читаете, когда у него что-то болит, чтобы боль прошла. В основном я стараюсь такие работы, скажем так, безобидные дать, на такой случай быстро помочь своему ребенку. Потому что детям нечего делать в магии. Детей не нужно туда сувать, ни в какую. Некоторые идут,
узнавать судьбу своего ребенка, которому 5 лет, 6 лет. У вас вообще есть голова, мозги существуют? Зачем вы поганите им жизнь? Вы хотите, чтобы они прогадали свое будущее? Куда вы лезете, в конце концов? Ой, у меня слов нет. Нет, не имеете права вы ни за кого проводить, только за себя. Итак, возьмите 3 яблоки. Любые, белые, красные, зеленые, не имеет значения. 3 яблоки, блины. Можете купить блины, разогреть дома, подготовить. Мед и вино. Вино откройте или можете перелить какую-нибудь емкость, чтобы легко можно было как бы там открыть. И, естественно, мусор не бросайте там. Мусор положите в пакет, при выходе кинете там, где мусорка. На кладбище есть такие большие эти, ставят контейнеры. Туда кинете и пойдете. Но там не оставляйте, естественно. И бокал, который вы не из дома должны взять. Вы должны купить, может, подготовить заранее, поставить. Но именно для этого случая, не из своих бокалов и чего-то еще. Из дома ничего не берем. Новая скатерть или полотенце без рисунков. Однотонный, без рисунков. Желательно темный тон. Может, синий, может, такой коричневый, черный. Скатерть однотонная или полотенце. Бокал для вина. Возьмите такой большой бокал, для того, чтобы достаточное количество вина можно было туда налить. Значит, все, что вы не нальете, слейте рядом на землю. Но бокал наполняйте вином. Значит, идете на кладбище. Не в выходной день и не в понедельник. То есть не в субботу, не в воскресенье, не в понедельник. Вот эти 3 дня нельзя. Остальные дни идете. Идете не ночью, но когда солнце начинает садиться. Вот летом, например, после 4-5, зимой можно пораньше, к 3 часам даже уже садится солнце. Чуть-чуть начинает темнеть. Опять скажу, если боитесь, кого-нибудь попросите, конечно, вас сопровождать, но пусть человек вдалеке стоит, отвернувшись, и не слышит, что вы говорите. Вы потом вместе пройдете и не разговаривайте, пока не дойдете до машины. Заранее предупреждайте, выключайте все телефоны, все, что у вас есть. Дойдете до машины. Еще раз, сразу с кладбища домой не езжайте. И не идите, если пешком вам надо ходить. Заходите в какой-нибудь торговый центр, магазин, в кафе, можете посидеть по своим делам или поесть, или попить кофе, потом идти домой. Прямая дорога с кладбища до дому нельзя. Не давайте мертвой силе знать, где вы живете, чтобы она напрямую к вам не ходила. Нельзя напрямую с кладбища домой, с дома на кладбище. Обязательно нужно куда-то зайти, когда вы идете с кладбища. Значит, 3 яблоки, блины, вино, мед в какой-нибудь емкости, немного, не нужно очень. Можете маленькую баночку взять, просто открыть там, поставить. Значит, идете на кладбищенский перекресток. Или если вы не сможете определить, что это такое перекресток, или там переживаете, что вас увидят, между могилами. Вот найдете такое место, где там рядом 4 могилы. Ведь между ними, где-то под деревом, расстилайте, значит, эту скатерть маленькую или полотенце. И кладете туда яблоки, открывайте мед, блины прям на эту скатерть положите. Далее вино, если у вас уже открыто, должно быть, там вы не можете открывать, открывашки искать. Или можете купить вино, есть в таких этих бумажных емкостях, которые можно сразу открыть и налить туда. Ставите бокал, наливайте это вино. Вот этот мусор весь убирайте в пакет. Значит, и держа в руке, нельзя вешать нигде. Если там есть скамейка, ставьте на эту скамейку все это, положите туда аккуратно и следите за тем, чтобы у вас с кармана ни ключи не упали,
ни мобильный телефон, ни очки. Все это оставьте в машине, закройте машину и идите туда. Без ничего. Свободная энергия. Тогда у вас сразу получится это все. Одна свеча и спичка. Зажигайте свечу, держите в руке, стоите возле вот этой скатерти, читайте 6 раз. Там, где говорится слова «Я кланяюсь тебе во 100 крат», просто слегка поклонитесь. Никуда не надо поворачиваться. Вот вы это все угощение положили, 6 раз начитали. Можете найти старое кладбище, где давно не хоронят. Можете найти деревенское какое-нибудь кладбище, поехать туда, чтобы вам никто не мешал. 6 раз начитали, вышли. Извиняюсь, 6 раз начитали, после чего в конце, значит, эту свечу ставите чуть подальше от этой скатерти, от всего, чтобы она там не сожгла ничего. Ну, место можете заранее определить. В землю втыкаете просто эту свечу. Ставите в землю. Можете взять маленький подсвечник, например, да, и прям поставить подальше, чтобы она прям вот стояла, и она будет гореть, она догорит. А вы поворачиваетесь, отворачиваетесь и уходите. Даже если вам покажется, что вас кто-то позвал, или собака гавкнула, или кот замяукал, или что-то там упало, не поворачивайтесь. Прямо выходите и уходите оттуда. Если там нет мусорки, заберите этот мусор, выкинете в другом месте, ничего страшного нет. Там не оставляйте, не засоряйте. Вы не должны там ничего поганить и портить. Вы должны прийти как гость, угощение оставить и уйти. И начитать. Я вас уверяю, если у вас пытаются отжать имущество, у них такое начнется, что они сами будут не рады, потому что мертвые, они везде сущие. Если мертвые, если вы приходите и прибегаете к их помощи и просите их, и они начинают за вас трудиться и помогать, то такие дела решаются очень быстро. Если у вас суды, они прекратятся, они сойдут на нет и закончится, поставится точка. Если у вас тяжбы с соседями, у них там такое начнется, что им будет уже не до вас. И так далее. Единственное, здесь не должно быть никаких любовных вернуть мужа, вернуть моего козлика и так далее. Нет. Это касаемо судов, это касается нервотрепок, это касается каких-то опасных ситуаций, связанных с тем, что у вас что-то забирают, отбирают и так далее. Вам нужно отстоять. Не просят по болезни, не просят красоты, не просят денег. Я надеюсь, поняли, что такое беда. Да? Остановить беду. Итак, начали. Зажгли, встали и говорите. Приветствую тебя, мертвый град. Кресты стоят, покойники лежат, а их души на меня глядят. Град мертвый. Град, мертвый град. Я кланяюсь тебе во 100 крат. Слегка поклонитесь. Уравнили здесь богач и бедняк, стар и млад. Слова могучие я ныне скажу, на миг мертвецов сих разбужу. Далее. Отвлекли меня, тут летают всякие. Именем Охае услышьте меня. Просыпайтесь на миг от вечного сна. Есть просьба, мольба к вам у меня. И четко говорите, например, Рыжик, твою мать, как ты меня напугал, а? Иди отсюда. И четко говорите свою просьбу. Четко. Пожалуйста, остановите суды против меня. Таких, таких, таких. Или вообще, если есть фамилии людей, которые вам мешают, не просто вам кажется, и вы пошли попросить. Нет, вот с этим человеком вы судитесь. Или этот человек лично вам сказал, я у тебя все отберу. Вы должны 100% знать, что именно этот человек виноват. Не предположение там просить. Понимаете? Говорите свою просьбу. И дальше. Лишь только свеча сия до земли дотронется, так просьба моя тут же исполнится.
Мольба услышится. Мертвые, вам вечная память, душам вашим благословение, а мне от моих бед избавление. Заклинаю. Еще раз. Итак, приветствую тебя, мертвый град. Кресты стоят, покойники лежат. А их души на меня глядят. Град, мертвый град, я кланяюсь тебе во 100 крат. Поклон. Уравнили здесь богач и бедняк, стар и млад. Слова могучие я ныне скажу, на миг мертвецов сих разбужу. Именем Охаи услышьте меня, просыпайтесь на миг от вечного сна. Есть просьба, мольба к вам у меня. Просьбу четко и ясно. Лишь только свеча сия до земли дотронется, как просьба моя тут же исполнится. Мольба услышится. Мертвые, вам вечная память, душам вашим благословение, а мне от моих бед избавление. Заклинаю. Или заклято. Без разницы здесь. Приветствую тебя, мертвый град. Кресты стоят, покойники лежат. А их души на меня глядят. Град мертвый, град, я кланяюсь тебе во 100 крат. Уравнили здесь богач и бедняк, старый млад. Слова могучие я ныне скажу, на миг мертвецов сих разбужу. Именем Охаи услышьте меня. Просыпайтесь на миг от вечного сна. Есть просьба, мольба к вам у меня. Просьбу сказать. Лишь только свеча сия до земли дотронется, как просьба моя тут же исполнится. Мольба услышится. Мертвые, вам вечная память, душам вашим благословение, а мне от моих бед избавление. Заклято. Приветствую тебя, мертвый град. Кресты стоят, покойники лежат, а их души на меня глядят. Град мертвый. Град, я кланяюсь тебе во 100 крат. Поклон. Тихо, тихо. Уравнили здесь богач и бедняк, старый млад. Слова могучие я ныне скажу, на миг мертвецов сих разбужу. Именем Охаи услышьте меня. Просыпайтесь на миг от вечного сна. Есть просьба, мольба к вам у меня. Говорите свою просьбу. Лишь только свеча сия до земли дотронется, как просьба моя тут же исполнится. Мольба услышится. Мертвые, вам вечная память, душам вашим благословение, а мне от моих бед избавление. Заклято. Проведите правильно, и вы увидите, как все начнет сбываться. Как быстро ваш вопрос решится. Всем удачи!